предыдущих сериях. Зловещие убийства охватили городок. Говорят, что все они ритуальные. Кто-то хочет найти что-то. Или кого-то. Твоему глупышу больше ничего не будет угрожать. Если ты сложишь свои полномочия и съедешь куда-нибудь подальше. Вы сдурели? Кто он такой? Напоследок он оставил свою визитку, вот только на ней ничего нет. Ни номера, ни адреса. У него много имен и мало времени. Для чего? А Рэнди? Неужели он способен на все? Ты ведь знаешь Аманду Олдридж? Я заплачу тебе сколько скажешь. Мне нужно, чтобы ты порезал ей лицо. У меня мурашки похожи от твоей беспомощности. Абсолютно на все. Порой лицо всего лишь маска, а внешний облик – мираж. Бродяга за углом – лишь тени. А какова твоя роль во всем этом? Ответ очень близок. Что? На какой помойке вы приоделись? Теперь придется выбрасывать диван. Интересно, чье это шматье? Явно не мотокозла. Не трогай папины вещи. И вообще, у вас есть задание. Марш его исполнять. Ух ты, какая командирша. Куколка, мы пришли обговорить условия сделки. Вы что творите, негодяи? Умолкни. У тебя два варианта. Либо мы выкладываем все копом, и ты отправляешься в тюрячку. Либо в ответ за наше молчание ты раскошелишься на 10 000 фунтов. Чего? Это огромные деньги. Максимум 1000. Ну, милая, сама сказала, что заплатишь, сколько я скажу. Я слышал, что ты можешь заплатить другим способом. Хорошо. Я согласна на 10. Я схожу к сейфу. Приготовьтесь словить по пуле. Это выйдет дешевле, нежели с вами договариваться. Тихо, тихо. Как запели сразу. Хорошо, хорошо. Деньги твои. Сейф в спальне. Умница. Гоп, Питер. Рэнди, пожалуйста, не убивай. Я сделаю все, что ты хочешь. Ты можешь сделать со мной все. Нет, малышка. Для меня ты слишком потрепанная.
На этот раз шайка основательно затаилась. Патрули выставлены по всему городу, но никаких дуновений. Где-нибудь засветится. Вот здесь поверни. Хорошо, что Филипп проводит проповедь на кафедре университета. Доложишься мне после посещения мотеля. Материальные блага, конечно, хороши, но не стоит забывать о духовном богатстве, о наполнении наших душ. Ведь именно это... Браво, старикашка! Отличная речь! Надеюсь, твой багажок состоит только из правильных богатств. Скорее, все на улицу! Роберт, там тупик. Он в ловушке. Ушел. Но там подсобное помещение, и выход только один. Спасибо. Этот человек вас шантажировал. Уезжаем. Здесь оставаться нельзя. Успокоились? Да, немного полегче. Через час выпейте еще одну таблетку. Кстати, следователь пришел в себя. Могу я его увидеть? Пожалуйста, это очень важно. Зачем вы ее сюда привели? Томас, слава богу, ты жив! Стойте там, вам подходить запрещено. С чего вдруг? Она вас ранила. Что за бред? Как ты? Я боялась за тебя. Скоро буду на ногах и как новенький. А с тобой все в порядке? Я грущу из-за мастера Ксанга. Но сильнее всего меня расстроило то, что я могла навредить тебе. Но ведь не навредила же? Виноват, господин. Я бежал. Ведь раскрываться нельзя. И все равно раскрылся. Бежать в тупик. Меня разочаровывает все, что ты делаешь в последнее время. Мои слуги выманили Падре на нейтральную территорию. Вот он, на блюде. И ты все запорол. Почему жив Адаэль? Он словно сгинул. Мое духовное зрение не в состоянии отыскать его. Знаки тоже молчат. Знаки молчат. Приближается тот самый день. Ты, надеюсь, не позабыл? Я все помню, принц Самаэль. Адаэль должен сдохнуть, иначе все мои труды рассыплются в прах. Почему же следователь? Вот тут что-то непонятное случилось. Я сам толком не разобрался. Что ты мямлишь? Говори. Мне помешал аватар стража. Какого еще стража? Мы их всех уничтожили столетия назад. Мне показалось, что это был аватар Ариэля. Ариэля? Директор скоро будет. У нас так заведено, что все решения принимает он. Прошу меня простить. Хорошо. Подождем вашего директора. Добрый день, полиция. Нас интересует человек, снимающий номер 102. Добрый день.
Ответь на все их вопросы, Мэтью. Постоялица не покидала меня. Налево по коридору до конца. Макс, проверь. Зовут Трейси Бернс. Ого, есть модель с таким именем. Но это же не она. Не могу знать, мэм. Что не так с этими пятницами? Бернс раньше тут бывала? Нет, мэм. Вы упомянули пятницу. Да так, мысли вслух. Это мистический день недели. Ему свойственны самые разные события. Да? Например? Например, в этот день совершалось наибольшее количество преступлений в 19 веке. И наибольшее число рождений детей. В некоторых астрологических изданиях символ пятницы – весы. То есть в пятницу происходил баланс между убылью и прибылью. Вот как. Вы увлекаетесь такими вещами? Не совсем. Мой брат работает в издательстве, где печатают разные вздоры и чепуху. Какой приятный мужчина. Давно таких не встречала. Предлагаю продолжить наш разговор за чашкой кофе после работы. Тут есть неподалеку хорошая кафешка, и кофе, как по мне, там просто великолепен. Не откажусь. Офицер Брук осмотрел номер, в нем никого нет. Нашел флешку и больше ничего. Передай это айтишникам, и можешь быть свободен. А вы куда? А мне надо еще по делам. Понял. Хорошего вам вечера, офицер Брук. Что с тобой? Что случилось? Почему открыта дверь? Здесь была шайка Рэнди. Эми, что этот подонок Рэнди сотворил с тобой? Он бросил меня в руки одному из своих дружков. Какой кошмар! Бедная Эми. Надо заявить на них в полицию. Они поплатятся, что тронули тебя. В любом случае, резать вены из-за этого тоже не стоит. Да при чем тут это? Они тронули папин сейф. Спасибо, что вступился за меня. Она приходила ко мне. Возможно ли, что я ей не безразличен? Или это просто дружеский визит? Ой, нет, я не готов сейчас увидеться с ней. Привет. Надеюсь, что ты скоро придешь в себя. Врачи дают положительный прогноз. Эрик, ты меня не слышишь? И то, что я говорю здесь и сейчас, крайне глупо. Мне очень нравится Рэнди. Да, он тебя ранил. Прости. Но я верю, что он хороший. Но так вышло, что я нравлюсь другому парню, и он меня поцеловал. И я его тоже поцеловала. Эрик, я не готова так легко перечеркнуть чувства к Рэнди, даже несмотря на то, что Пол нравится моему папе. В смысле, Пол?
А неплохо ты устроился, мотокозлина. Чего надо? Одна сучка по имени Эми наняла меня порезать Аманду. Но я этого не сделал. Я уверен, что она чиста. Такие на вес золота в этом падшем мире. Зачем резать то, что в красной книге? Где тебя угораздило? Давай сначала я закончу мысль, а потом ты выскажешься. За место Аманды я решил покоцать тебя. У меня какое-то грёбаное дежавю сейчас. Не удался бартер, сосунок? Ты что творишь, скотина? Где твои мозги? Тебе всячески укрывали в мире людей, а ты, дурачок, сам нарвался на неприятности. Что за фургу ты несешь, дурак? Какой психушки ты сбежал? Какой еще бартер? А тот, на котором тебя пристрелили. А ты откуда это знаешь? Я все о тебе знаю, братишка. Ты всегда был против кровопролития, и то, что с тобой происходит, меня искренне расстраивает. Никакой я тебе не братишка. Да неужели? Да быть того не может. Что ж, получается, Филипп и твой отец. Что-то я не очень в это верю. Где ж ты был все это время? Филипп не наш отец. Было нужно тебя скрыть от Самаэля и его прихвостней. И скрыть твою природу и связь с нашим миром. Не верь ему, все брехня. А ну тихо там. Давай поговорим спокойно в другом месте. Веди.